Сәлеметсіз бе, құрметті достар, құрметті отандастар. Наурыз мейрамы құтты болсын. Тек қана зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт сізге тілеймін. Сегодня у нас гость, непростой гость, мой коллега, блогер Гульнара Кадырбек. Гульнара, здравствуйте, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, здравствуйте. Это все взаимно. Поздравляю, тоже присоединяюсь. Поздравляю всех с наступившим праздником, обновления, весны. Вот вчера мы пошли на площадь. У нас здесь в Казахстане, конечно, Наурыз — это Наурыз прям. Кстати, послушали Димаша. Нам удалось. Хотя до последнего не говорили, когда он будет выступать, будет ли выступать. И мы так удачно пришли. Несмотря на погоду, шел дождь очень сильный. Вот, послушали Димаша. В целом поучаствовали во всем этом. Ну, это интересно же. И там на улице празднества, и борьба, и концерты, люди. Ну, красота вся вот эта, Ну, я думаю, что конечно, не стали захватывает. заранее о Димаше, потому что боялись, что фанаты просто сейчас завалят площадь, и поэтому до конца, до последней минуты не было известно, будет ли Димаш в площади. Да, да, даже мама, вот она состоит в фан-клубе, у нас говорит, пишут, то будет выступать, то не будет выступать, то говорят, вот. И мы пришли на площадь с детьми удачно, неожиданно. После президента через какое-то время раз вышел Димаш. Как мы с семьей сходили на Наурыз. С утра мы очень хотели посмотреть шествие каравана Наурыз-Думан. Приехали пораньше на площадь Абая, но караван уже ушел. Мы немного расстроились и пошли на площадь Астана. Послушали поздравления нашего президента, воодушевились, а когда на сцену вышел всеми любимый казахстанский певец Димаш, площадь замерла в восхищении. Настолько завораживающе зазвучал голос. Эмоции переполняли. Сейчас мы поговорим о Шамши Калдаякове. Почему? Потому что мы все так же изучаем феномен Димаша Кудайбергена. Очень многие мои гости считают, что все-таки у Димаша Кудайбергена еще нет такого репертуара, который был бы золотым для него, вот как у Муслима Магомаева. Вот сейчас мы хотели бы узнать больше о композиторе Шамши Калдаякове. Почему? Потому что все-таки он является автором той песни, которую исполнял Димаш. Это гимн Казахстана. Шамши Калдаяков — это народная любовь. Это человек действительно из народа, которому, может быть, где-то не принято государство, где-то ему не дали звание, он не смог закончить консерваторию, вот, что-то отчислили при том трижды. И человек, который действительно, вот у него душа пела. Сол кезде Қазақстан, менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Родился человек уже с таким даром, несмотря на то, что папа кузнец, мама там совсем, ну, как бы они к музыке отношения прямого не имели, но были музыкальными очень. И несмотря на то, что где-то, ну, в разных источниках, да, говорится, там, отец и пел, и на домбре играл, и вместе с тем, ну, как бы не разрешил сыну, да, в какой-то момент там заниматься музыкой серьезно. И вот этот такой, можно сказать, тернистый путь композитора. Но все равно человек, когда он рожден для этого, ну, судьба его приведет туда, куда нужно. Он все равно он не может не писать музыку. Такой человек не может не петь. Но человек, у которого действительно вот, ну, он жил этим. Это вот как Чайковский, когда говорил, что он что-то пишет, он говорит, я болен. То есть он говорит, я заболел опять. Заболел, это значит, все, он ушел в композиторство, писал. Я думаю, вот такой же синдром какой-то вот прям жил в Шамше Калдаякове. И это основное, если вот коснуться, да, его биографии, ему подарили мандолину. И вот он с детства с этой мандолиной, вот вы если смотрели художественный фильм, да, вот там он все время на мандолине играет везде, где он с ним. Это человек, который, ну, как бы пришел в консерваторию и действительно, может быть, конечно, да, он получил там какие-то основы, но в целом консерватория вся была у него уже внутри, в сердце. Действительно, по-настоящему талантливым людям
как бы консерватория и вообще, ну, вот все вот эти вещи, да, они нужны постольку поскольку, чтобы это, ну, нужно грамотно, грубо говоря, все это грамотно записать. А на самом деле в голове все и в душе уже все есть. Вот Шамши Калдаяков — это человек, я думаю, именно с таким багажом, именно с таким даром, пришедший в мир. И, ну, вот король казахского вальса, да, Ан-Ага, как его звали, народ, я не знаю, вот сейчас даже нет ни одного праздника, хотя, ну, как бы мы современные все там, да, уже сколько лет прошло, ни одного праздника не проходит, чтобы не звучали песни, да, Шамши Калдаякова. Қайдасың бұл күніде сен іздеп арманым сыр бойын шарладым сен іздеп арманым сыр бойын шарладым. И вот это, я думаю, это вот показатель как раз-таки, показатель его вот глубины, его мастерства. Чувствовал конкретно, если будем говорить о его жизни, да, родился, вырос, да, в простой семье. Вот это его зоотехникум, который ему никак вот, ну как вот, ну, Шамши Калдаяков такой утонченный человек, да, душа поет. И вот бараны, вот это все, мне кажется, несмотря на то, что он и вырос в ауле, как бы все это с этим вырос, и все-таки это не его, да, настолько, поскольку человек, душа его там. Вся. И вообще в целом Шамши Калдаяков — это не только как музыкант, человек, да, честный, порядочный. Вот это его вот, ну, как бы его ценили друзья за это, да. Столько в нем вот этой теплоты, доброты, которую через песни. И он влюбился, написал песню. И эта песня, ну вот она каждого задевает, потому что от души написаны песни. Жүрсек талғаш қайықта ұшқыр қиял кетті алыс үйірмеші айыпқа самал болып толған бірған айдың шақары көл беті сәуле мені сенің жарқын келбетің көлдің жүзін нұрландырып тұрма сенің дидарың сол бейнеңді тұрған күліп су бетіне қимаймын маған неге сені сен есме су күлкісі сылдырлаған сенің күлкің емес пе. Посвятил песню маме, и песня такая, что вот, ну для каждого это вот, ну, мама, как будто для каждого написала, правильно? Каждая песня не просто для кого-то где-то, каждая песня написана, ну вот, из сердца прям. Его исключили из консерватории, да, но действительно Курмангазы же не заканчивал консерваторию, да, хотя консерватория имени Курмангазы. Тот момент, когда у человека действительно все по-настоящему. Он слышал так и писал так. Он умудрился вот степную мелодию, да, не такую ритмичную, да, с далеко не европейскими ритмами. Наши казахские кюи вот в рамки европейского ритма они не укладываются, да, вот этот квадрат, 1, 2, 3, 4, там то 7/8, то 3/8, то 5/8, вот любой казахский кюи возьмите, да, идет. И он умудрился, да, вот эти мелодии, вот эту красоту положить в вальс. И оно вдруг зазвучало по-новому красиво. Да? И действительно зазвучал казахский вальс. Не европейский, да, не какой-то. И это вальс. И все вальсы Шамши Калдаяковой, ну, я вот не знаю, Димаш, конечно, еще ну, вот, гимн исполнил, да, но я думаю, в его исполнении и другие произведения Шамши Калдаякова прозвучат также гениально. Он является королем вальса, но гимн — это не вальс,
Как Да. ему удалось такую песню записать, что вот она до сих пор имеет такую актуальность? И она стала гимном. Первоначально же не предполагалось, что она будет гимном, и она Да, вообще да, шла по другим названиям. Расскажите, пожалуйста, более подробно эту историю. Ну, я думаю, это история о патриотизме. Да, это вот началась вот эта вот целина. Но я думаю, вот эта вот история о том, что часть земель Казахстана, да, хотели присоединить как поля, там, как целину к России, хотя это наше пастбище, правильно, это наша родина. И как человек, которому это все очень близко и родно, Шамши Кулдаяков просто не мог пройти, да, мимо этого. И эта песня родилась, я думаю, из этих соображений, из вот этого великого патриотизма. А Там кто, какие слова? а кто был первым исполнителем этой песни? И как нашли автора этой песни? Многие его песни Джамал Умарова исполняла самая первая. Она была как тот человек, который взял на себя ответственность и сказал: вот, да, это же тоже не просто пришел молодой человек, сказал: а я вот композитор. И оценить, заценить и сказать, да, всему миру. Я думаю, что вот это как раз-таки ее заслуга. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, думанды бастады далама қарашы. Кең екен жер деген жерге гүл шықты ғой, дән егіп терелеген қазағым мықты ғой. Менің елім, жырың болып төгілемін, гүлің болып егілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Песня «Менің елім» — это вот прям его вот, ну, как бы Шамши Кулдаяков, он и в своем интервью как-то говорит, ну, не только о любви, там, не только, да, наша страна, это и горы, это и леса, это и поля. Вот эта песня «Менің елім» — это вот как раз о том, что вот обо всем, как говорится, Шамши Кулдаяков писал. Песня, которая, Характеризует, может быть, его да, характеризует его самого. патриотичность, его внутреннюю Да. составляющую, да? Хотя он был король вальса, но все же в душе он был очень сильно патриот своей родины. И вот эту песню, Да, как не патриот сильный может написать такую песню? Вот вы даже говорите, такое чувство, что вот вы прочувствовались, когда говорите о песне, о гимне Казахстана. столько, ну, как бы много исполнений. Но вот немножко, если к Димашу вернуться, обратиться, да, его исполнение гимна Казахстана было просто вот, ну, это шедевр. И Почему? я считаю, это тоже достижение Димаша, потому что он тоже является патриотом страны, глубоким патриотом страны. И вот когда он исполнил гимн со всем его вот как отношением вот этим непростым, не где-то поверхностным, а настоящим. Это прозвучало, конечно, гениальная песня в гениальном исполнении. Конечно, то, что эту песню утвердили как гимн Казахстана изначально, и Шамши Кулдаяков так думал, да, что это будет. Все-таки была у него мысль о том, что это будет гимном Казахстана. Это должно было быть так случиться. И многие ему об этом говорили, да, и друзья, и композиторы, что ну вот такая песня, она может быть и должна быть гимном Казахстана. Я думаю, вот это вот, ну как бы это... Ну вот как-то складывалось в его жизни, в его судьбе так, что именно та певица Жамал Умарова спела. Она была очень сильная, у нее очень был сильный голос. И так сложились звезды, что именно он как бы нашел ее, молодой, юный композитор в советские годы.
Это просто уму непостижимо. Когда смотришь художественный фильм, думаешь, молодой идет, ищет себе, молодой композитор ищет себе человека, который может написать стихи, потом ищет того человека, который может исполнить эту песню. Это довольно трудный и это практически невозможный процесс, особенно в то время, в советское время. А, Да. Да, вот поэтому я думаю, что какие-то вот, наверное, я не знаю, звезды сошлись, или как можно сказать, что вот такую гениальную песню написал Шамши Калдаяков. Вы согласны со мной? Я с вами полностью согласна. И вот этот момент, когда он действительно приходит Джамал Омарова, я тоже помню в фильме этот момент, когда он и так хорошо сыграно это место там. До того вот он такой искренний там. Я думаю, это так и было, так хорошо. Вот, кстати, снят этот момент. Действительно, не так-то просто. Қоймын әнді. Неге? Неге? Тамаша ән. Қайдағы тамаша ән? Мынандай сорақ әнді миллион халыққа мен тыңдатуға арым жібермей, түсінесіз бе? Саламатсыз. Ой, Нұрсұлтан, қайдан жүрсің? Қал қалай? Мұнда не істеп жүрсің? Мен сізге бір ән алып келіп едім. Қандай ән? Жақсы ән. Жақсы ән дейсің бе? Ал, көрейік. Әніңді. Қаласаңыз қаламақысын 2 есе төлетейін. Қоя тұрыңызшы. Қоя тұрыңызшы. Болсақ дағы жаңа таныс, жүрсек тегі қайықта. Мына әнді кім жазды? Мына жігіт. Сәлеметсіз бе? Сәлемат па. Иә, ал кел танысайық. Сізге ән ұнады ма? Ән ба? Ән... Жоқ, ұнамады. Әрине ұнады. Мынау тіпті керемет ән ғой мынау, а? Керемет ән. Қалжыңдап тұрған жоқсыз ба? Әрине жоқ. Ну так вот, если представить, два молодых парня, одному 26, другому там 21. В это время сейчас кто-то даже еще учебу не закончил, еще никаких как бы даже не имеет каких-то почв, даже под ногами не имеет в это время молодежь, да? А здесь такая ответственность. Они понимают, оба понимают, что это не просто песня, да? И делают все, чтобы это прозвучало хорошо. И я думаю, это не то, что даже звезды сошлись, его звезды ведут, ну, как бы ни сложилась судьба на Сахалине или в Казахстане, где-то там в ауле с баранами, его судьба ведет туда, куда ведет, да, туда, к музыке, к вот этому, к его творчеству. И действительно, может быть, там в консерватории дали, да, к тому же профессор Великанов, у него его преподаватель. Я думаю, он, к тому же хороший человек, тоже хороший музыкант, там его отчислили из консерватории, конечно, не потому что такой, что там, может, он недисциплинированный был, там какие-то там пьесы для фортепиано не сдал, да. Я думаю, все-таки вот эта песня, которую он написал, гимн Казахстана, которая сейчас уже стала гимном Казахстана, она Да, в тот момент помогла ему. повлияла на то, что его и отчислили. Она как бы стала, она сделала его гениальным композитором, и в то же самое время он потерпел много препятствий, вот, в том числе и отчислений из консерватории. Отчасти это от того, что он написал эту песню, но он же также, еще я хочу пример сказать следующий, он же так и не был в Союзе композиторов Казахстана. Да, вот. Потому что он не закончил консерваторию. Вот такая была формулировка, что не было это актерского образования. Конечно, это зацепка, формальность. Это, конечно, формальность. Написано, вот должен закончить, там, иметь музыкальное высшее образование. Но не в этом же дело. Сколько людей имеет высшее образование, но и не является там композитором, и не является, там, тем более, членом Союза композиторов.
Это, конечно, и политический какой-то момент, и зависть какая-то, и, ну, об этом, как и, конечно, не хочется об этом копаться, говорить об этом. Хочется, ну, вот так красивом, хорошем. И все же, ну, наверное, все таки да, вот эти трудности были в жизни его. Не так-то просто. Но надо сказать, что И ему даже в какой-то момент ему даже пришлось уехать из Алматы, да, на какое-то время. А, И прежде чем действительно зазвучала эта песня уже в декабре 86 года, да, на площади все таки молодежь вышла и пела, и он там был, там лично давал, да, да, был и пел вместе с ребятами эту песню. И это тоже о мужестве, о патриотизме. Это великое мужество выйти на площадь. И вот сейчас как бы это, ну как бы, когда просто читаешь сухие факты биографии, ну да, вышел. А когда, ну, это представить действительно живьем, когда там это вопрос жизни и смерти, вопрос твоей семьи, всего твоего будущего и всего стоит на кону, и ты выбираешь вот стоять на площади и петь. Да, и это огромное мужество. Если говорить о Нажамиддинове, то Нажамиддинов, он же ведь закончил институт, Московский институт. Он закончил хороший вуз на тот момент, он писал хорошие стихи. Правда, он прожил короткую жизнь, но он оставил большой глубокий след в искусстве, культуре Казахстана. Давайте теперь поговорим о вальсе. Ну, мы знаем, что всю жизнь он свои вальсы посвящал Назипе. Какие-то вальсы в начале, какие-то песни в Да-да-да. начале, да, какие-то песни потом он посвящал другим. Ну, так скажем, всегда у любого поэта есть муза, правильно? Да. Даже какой-то вопрос задал один, я помню, значит, журналист, он задал: у вас же какая-то муза существует? Он говорит: ну, конечно, у меня все время в голове какая-то муза. Вот в данном начальный период у него была муза Назипа. Да, Назипа, конечно, это... Да, о первоначальном этапе его творчества расскажите, пожалуйста. Ну, первоначальный этап его творчества, конечно, это песня о любви. Конечно, он молод, он влюблен в Назипу, да, вот это горе большое, что она ушла из жизни, пока он вернулся с армии. И это очень сложно. Он служил на Сахалине, это связано с тем, что его скот был... Ну, просто туда сослали. Скот, значит, был украден, но на самом деле скот был не украден, он отдал баранов людям голодавшим. Да, он по-своему помогал людям, да, и как мог, так и помогал. Ага, и дальше. И, конечно, отправили служить на Сахалин. И, конечно, тот момент, когда его сослали туда, и он возвращается туда, ну, благодаря и не благодаря, как бы, тому, что Сталин скончался, да, его наконец-то там пошло послабление, и его демобилизовали, да, по разным причинам, объяснили разными причинами, и он возвращается. И, конечно, вот этот удар, что нет любимой девушки, для него, как тонкого человека, тонко чувствующего человека, много песен действительно посвящено Назипе. Первые самые его вальсы посвящены, конечно же, и «Кайта в лодке», да? Можете немножечко стихи перевести на русский? Песня о любви, да, где они в лодке вдвоем, да, вот это вот, ну, как вот эта юность, мне кажется, вот такая чистая любовь во всем его творчестве, во многих. Акбантик, да, его песня, помнит о том, что вот настолько, ну, вот эта чистота, белый бантик, это же как символ чистоты, символ невинности, символ вот этого, такой любви платонической, да, вот он бегает к ней, приходит Назипа, вот, и мне кажется, вот в этом его, вот эти песни его, самые Ахмандайлам, это вот и память, переживания, наверное, да, его переживания. Да. Переживания, память, он все время помнит об этом, да. Жол жатыр шақырып алдыңда, өмір тұрысынып шаттығым, білмеймін бой жетіп қалдың ба, шашында ақ бантик жоқ
интересно то, что он действительно вот настолько это звучит по-казахски. Да, в его творчестве настолько это звучит по-казахски. Каракөз, Аксунхарым, он и черные глаза, да, и мой белый сокол. И вот все песни его, столько там сравнений. Да, вот и с природой, вот этим. Он так чувствует, так видит. Вот он, с одной стороны, вот это то, что он вырос в ауле, вырос среди природы. Он, действительно слышал, как поют птицы. Он жил на земле. И вот он вот это вот свою любовь, почему мой белый сокол? Ну, кто еще напишет, да, но вот так почувствует, так услышит музыку вот эту, как не человек, который вырос в ауле, вырос среди природы, который шел по улице и слышал звуки, и они уже звучали у него, в песню превращались. Как у человека, который действительно живет музыкой. Он идет, где-то запел соловей, у него уже песня рождается, где-то скачет скакун, рождается песня в его душе. Это вот о том. Өзіңмен арыстым, бойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Не жил, это же вообще очень красивые места. Там, где весна, очень цветущая, такие красивые цветы, очень тепло, это Туркестан. Но еще, наверное, вспомним его детство, когда на его творчество имели значение Ахан Серы, да, Балхадиша песня. Ну, я думаю, что... Да, Балхадиша. Мама пела Мгм. песни. И вот с этими песнями, конечно, он рос и слышал, и чувствовал, да, Балкадиша в его творчестве. Это такой, как сказать, тоже, но это его воспитание, да, он вырос в этом. Да, народные песни, именно на народном творчестве вырос, на домбровых кюях. Это, конечно, огромное значение имеет. Его даже дразнили дети, там, хочешь, как Ахан Серебряным. Это, конечно... Я представляю, да, вот мальчик такой маленький, говорит уже о таких вещах высоких, и как бы когда ты в ауле, мальчишка там, и тебе как бы там в целом ничего не светит, звучит так это, конечно. Ну, когда у человека есть мечта, вот он идет к ней, и вся вселенная к нему поворачивается лицом. И все равно, несмотря на то, что столько у него там было в жизни препятствий, я думаю, основное то, что действительно его творчество ценили все. Сколько знаменитых казахских певцов, да, гордились тем, что могли исполнять, и исполняли песни Шамшыр Кулдаякова с гордостью. Это Ришат Абдуллин, да, наши знаменитые оперные певцы, братья-близнецы. Муслим и Ришат Абдуллин. Это и Роза Багланова, с какой теплотой она о нем отзывается. Бибигуль Тулигенова, соловей наш.
И я думаю, вот сейчас молодежь, недавно вот прошел концерт в Астане, 24 февраля, совсем молодые ребята, Мейр Бенд и еще Казана Тобе. Ребята интересные тем, что они такие совсем молодые. Мы Они можем исполняли, кстати, песни как раз-таки Асета Бесиева, Шамши Калдаякова. И по-интересному относились к этому Дос Мукасан. И в их исполнении настолько это интересно тоже прозвучало. Интересно то, что молодежи это интересно. И они интерпретировали по-своему. И очень актуально сейчас звучат эти песни. Таким своим творческим подходом подошли к этому. Послушала ребят. Мне понравилось их отношение. Понравилось их вот этот молодой порыв, их желание, да, возрождать и петь музыку таких мэтров. Не то, что сейчас там как бы тренды времени, а вернуться и обратить свое внимание на такое вот основное, такое большое творчество великого композитора. 어디